Разрыв 9 колец! Догонялки под землей закончились, и теперь начнется реальный бой богов. Истинный морской бог против богини Ангела. Хорошо, что Тансан до этого забрал трезубец у Тяньринсюя. По сути, в этот критический момент ему остается надеяться только на трезубец и силу морского бога. Появление морского бога было довольно неожиданное. В прошлый раз он вроде бы говорил, что последний раз является Тансану, и растратил всю силу, заключенную в его отпечатке. И хотя это всего лишь фантом или остаточная энергия морского бога, ее вполне хватит, чтобы справиться с Тяньринсюем. Она только недавно получила божественную силу и толком не умеет ее управлять. Можно сказать, Тяньринсюя богиня-новичок, а морской бог самостоятельно за 1000 лет дошел до 100-го ранга. Его понимание силы и культивации выше всех остальных. Довольно странно, что Тансан сначала отказался от помощи морского бога. Мол, это не совсем честно. Но если подумать, бой мастера 96-го ранга против богини 100-го ранга, разве это битва на равных? Морской бог все верно сделал, он имеет полное право защитить своего наследника перед лицом смерти. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Почему вообще богиня сражается с Тансаном и вмешивается в дела людей? На самом деле она только недавно получила божественную силу и еще не поднялась в божественное царство, поэтому может некоторое время влиять на события на континенте. Чтобы спасти Тансана, морской бог мобилизовал все оставшиеся божественные силы на континенте. Он на самом деле боялся, что Тансан умрет от руки Тяньринсюя. Это уже 3-й раз, когда морской бог спасает Тансана. Но хватит ли силы божественного чувства морского бога против настоящей богини? Конечно, если бы морской бог спустился с божественного царства и выступил против Тяньринсюя, у нее не было бы шанса. Но сейчас здесь нету его истинного тела, а лишь маленькая частичка божественности. Неудивительно, что Тяньринсюя совсем не нервничала. Наоборот, она казалась очень высокомерной. Судя по анонсу, она держится очень уверенно, но морской бог также использует свои навыки. Морской бог рассказал, что он всего лишь фантом, который оставил перед уходом. Каждый бог оставляет после себя подобное божественное намерение, когда покидает этот мир. Отпечаток ангельского бога давно исчез из-за прохождения через многочисленные руки. А Тансан – первый кандидат на роль морского бога с тех пор, как он ушел. Морской бог признался, что в будущем не сможет найти более достойного преемника, чем Тансан. Божественное чувство морского бога могло остановить Тяньринсюя, но Тансан не собирался сбегать. Его эмоции взяли верх над разумом. Он не хотел в атак бросить спустившегося морского бога. Тяньринсюя во всю силу атаковала фигуру морского бога, но тот мастерски управлял трезубцем и всеми 13 навыками. Богиня была в шоке, что эта тень смогла отразить ее сильнейшие удары. Но теперь морской бог продемонстрировал истинную силу трезубца, привлекая безграничную энергию моря. Даже сила уровня бога, такая как Тяньринсюя, была отброшена назад. Как и сказал морской бог, эта стихия не принадлежала ей. Стоя перед 3-метровой фигурой морского бога, Тансан опустил голову. «Я разочаровал тебя». Морской бог ответил: «Нет, ты уже хорошо поработал. Даже я не думал, что выбранный мной преемник окажется настолько выдающимся. На самом деле, если бы я не отказался от своей божественности, я верю, что однажды ты определенно сможешь пробиться через 100-й ранг самостоятельно. Ты талантливее, чем я когда-либо был. На этот раз я действительно покину тебя. Божественное намерение, оставшееся в этом мире, уже исчерпано. В будущем ты можешь полагаться только на собственные силы. Помни, что боги, покинувшие этот мир, никогда не вернутся. Бог ангелов не страшен. Когда ты унаследуешь мою силу, ты спокойно встретишься с ней лицом к лицу». Но чтобы спасти Тансана, морской бог пошел на крайние меры. У него не было другого выбора, кроме как использовать сердце морского бога в основании трезубца. Это дает неимоверный эффект, но в итоге эта жемчужина все же разбивается. Сердце морского бога было разбито. Это было большой проблемой для Тансана, и это также повлияло на его 9 испытаний. Однако морской бог уже выбрал Тансана. Он скорее позволит разбиться сердцу трезубца, чем позволит Тансану умереть. Потеряв сердце морского бога, вес трезубца не изменился, но Тансан мог ясно чувствовать, что он, казалось, потерял свою душу. Больше не было этой связи, как будто он держал обычное оружие. 6 монстров Шрека уже ждали Тансана, но они не знали, почему он задерживается. Ся Ву была особенно обеспокоена. После того, как Тансан спасся, он встретился с монстрами Шрека и Сиабай, большой белой акулой. Все они направились в сторону острова морского бога, а по дороге Тансан должен сразиться с королем глубоководных китов. В трейлере показали начало битвы Тансана с чудо-китом. Интересно, что этот зверь в 1 000 000 лет может принимать форму человека, так же, как это умеет Сиабай. Став человеком, король китов выглядит очень грозно, даже ужасающе, а также имеет энергетическое ядро на груди. Он грозился поглотить силу Тансана и стать новым злобным божеством. В море он будет не слабее, чем Тяньринсюя на суше.
Поэтому Тансан снова будет стараться победить и заполучить последнее кольцо на молот чистого неба. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, кого Тансану будет сложнее победить, богиню ангела Тяньжэньсюя или повелителя морей Чудо-кита, возрастом более 1 000 000 лет. Подписывайтесь на канал и всем пока.